Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости канала Теплый дом СПБ. В сегодняшнем ролике я расскажу, как построить склад-мастерскую в деталях. То есть мы сделаем серию роликов, в которой будет показано, как это сделать своими руками. Для этого нам потребуется данный инструмент. Это сабельная пила, рулетка 8-метровая, так как наша конструкция размерами 4 на 8 метров. Уголок обычный 90 градусов. Циркулярная пила. В моем случае она аккумуляторная Greenworks. Мощный шуруповерт 55 ньютонов. Обязательно защитные очки и так далее. Расходный материал полотна и бита PZ2, PZ3 и PZ1 местами. Итак, приступим, друзья. Итак, делаем первый элемент. Это берем брус 150 на 150, размечаем его карандашом. Вот я уже его разметил при помощи уголка. Если материал у нас идеально ровный, то есть все плоскости сойдутся. И вот эта линия, она везде, по всему периметру будет ровно, идеально. Итак, друзья, вот что бывает, когда мы не до конца отпилив внутреннюю часть, когда диск пилы у нас не очень большой, а пилой мы можем работать 50 миллиметров, а она не всегда пропиливает брус до упора. Соответственно, при такой ситуации, с ноги, вот как я сделал, убирать, это очень делать неправильно. Для этого нам потребуется в данном случае сабельная пила. Если у вас нету циркулярной пилы глубиной 85 миллиметров. Итак, делаем заново. Одеваем. Обязательно одеваем очки, чтобы не прилетело щепы. Сабельной пилой можно работать без защитных очков, потому что никаких проблем она не оставляет. Вот так вот берем и аккуратно отпиливаем. Вот можно посмотреть, соответственно, сравнение. Здесь все у нас ровненький торец. Здесь у нас вот была такая проблема. Итак, друзья, после того, как мы выпилили все детали, как я показал ранее, мы собираем обвязку, предварительно покрыв все детали огнебиозащитой. Итак, из каких деталей мы это делаем? Соответственно, я сейчас покажу. Мы сейчас выпилим внутренний элемент и, соответственно, выпилим лапу четверть на брусе, который у нас вот лежит здесь. Итак, для этого нам потребуется уголок, но я уже предварительно разметил это все дело. И начинаю выпиливать это циркулярной пилой. Итак, берем циркулярную пилу и делаем запилы. После запила выясняется, что циркулярная пила, так как у нее глубина 65 миллиметров, не допиливает ровно 1 сантиметр, потому что нам нужно вот это расстояние сделать 75 миллиметров. Для этого нам в помощь подойдет сабельная пила. У кого ее нету, придется работать ручной пилой, вот которая туда-сюда, туда-сюда.
Далее нам потребуется стамесочка и молоточек. И будем работать дедовским способом. Вот у нас получается 73 миллиметра. Здесь вот 74. Еще можно чуть-чуть подчистить для идеального результата. И в принципе все. Также делаем еще два внутренних таких элемента. А дальше я покажу, как сделать, вырезать четверть. И чтобы все получилось идеально вровень. То есть эта деталь не выпирала. Итак, друзья, электрическая пила перестала работать, так как электроэнергию временно отключили. Поэтому в данной ситуации буду работать аккумуляторным 24-вольтовым инструментом Greenworks. Заодно и заценим . Да, мне понравилось. Только глубина 50 миллиметров, к сожалению. Придется ждать, пока дадут электроэнергию. Вот, сейчас переключим опять на сабельную пилу. От того, как качественно заточена стамеска, зависит качество результата. Итак, следующий главный момент, друзья, чтобы вот эта деталь совместно с этой легла вровень. Для этого мы будем вот оставлять вот эту часть, которая сейчас заходит внутрь, а вот эту часть мы будем срезать. Аналогичным образом и здесь. Видно лучше. Вот. Так, делаю разметку. Итак, друзья, вот я сделал разметку. Крестиком показана та часть, которая срезается.
Соответственно, здесь аналогично так же. Итак, пилим, друзья. Теперь пилим вдоль. Далее нам, как всегда, понадобится сабельная пила. Итак, друзья, детали готовы. Теперь мы их будем устанавливать. Крепить мы будем при помощи шуруповерта, саморезами, в данном случае 5х100, и будем их утапливать. Почему я это делаю саморезами? Потому что конструкцию всегда можно разобрать. Если вы залепите гвозди, то выбивать это все дело будут одни мучения. Итак, друзья, пока я докрашиваю оставшиеся детали огнебиозащитой, я хочу сказать, что справа от вас на экране внизу есть кнопочка «Подписаться». Обязательно подпишитесь на мой канал. Дальше ждите вторую серию продолжения. И обязательно ставьте лайки, если вам это видео понравилось. Итак, до следующей серии.